Киеве рассказали, когда Зеленский будет готов уйти, в России предлагают рожать на благо Родины, а в Грузии происходит белорусификация страны. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Киев может ударить по расположению северокорейских военных, а тем, кто сдастся в плен, предоставит убежище. Будет ли массовый переход на сторону ВСУ? В Украине ответили на вопрос, когда может произойти смена президента и что необходимо для начала переговоров с Россией. Какие условия озвучил Киев? В России хотят, чтобы россияне отдавали государству все безвозмездно. Скандальное заявление мэра одного из российских городов. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Украина может предложить убежище северокорейским военным, которые добровольно сдадутся в плен, ведь на родине после возможного обмена их может ожидать расстрел. Сейчас ВСУ изучают специальные инструкции, как на понятном для военных из КНДР языке объяснить, что они могут перейти на сторону Украины, точнее, сложить оружие и сдаться в плен. Об этом в интервью «Нехта» рассказал военно-политический эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он напомнил, что уже к 28 октября Ким Чен Ын мог отправить в Курскую область около 5000 своих военных, которые, кстати, теперь являются и законной военной целью для вооруженных сил Украины. По оценкам разведслужб и военных аналитиков, силы КНДР могут вступить в бой с ВСУ уже в ближайшие дни. На сегодняшний день уже украинские войска фиксируют первые северокорейские отряды, которые есть в Курской области. Вероятнее всего, можно даже сказать, где они могут быть задействованы. Это Глушковский район, как раз там, где находятся позиции 155-й бригады морской пехоты. Вот ожидается именно там. Это западная, юго-западная часть Курской области, где продолжаются бои и где российские войска пытаются вести контрнаступательные действия. Я поддерживаю инициативу о том, что тем северокорейцам, которые готовы сложить оружие и сдаться и не вступать в бой против вооруженных сил Украины, должны быть обещаны определенные гарантии и даже возможность предоставления убежища в Украине. Насколько мне известно, определенная работа ведется, в том числе будут и ролики на северокорейском языке, и соответствующие листовки о том, что тем, северокорейцам, которые захотят сложить оружие, в принципе, им в Украине ничего не угрожает, и они имеют право претендовать здесь на статус убежища. В Украине рассказали, когда уйдет Зеленский и после чего переговоры с Россией станут возможны. Ответы на эти вопросы итальянскому изданию «Курьере делла Сера» дал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявил, что Украина никогда не согласится на территориальные уступки. Крым и Донбасс – это украинские территории, и они не подлежат обсуждению, говорит Ермак. На вопрос о коррупции в стране Ермак заявил, что это проблема всех стран бывшего СССР. Но если бы украинцы были настолько коррумпированы, то, вероятно, не могли бы так долго защищаться, подчеркнул Ермак. В Киеве также не боятся прихода к власти Дональда Трампа, потому что считают, что в США не хотят победы Путина и продолжат помогать Украине. Уточнил глава Офиса президента, что должно произойти перед переговорами с Москвой и когда же состоятся выборы в Украине. Далее ответы. Сразу после окончания войны Зеленский очень ясен в этом вопросе. Он хочет, чтобы все солдаты могли проголосовать так же, как и беженцы за рубежом. Но на сегодняшний день все ресурсы должны быть направлены на войну. Мы не можем строить мирное предложение, поддаваясь влиянию того, кто развязал эту войну. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем себя сильными и поддержанными глобальным югом, чтобы вести переговоры с Россией. Ермак уточнил, что приглашение Украины в НАТО, собственно, и усилит позиции Киева. А что вы думаете о заявлениях главы украинского офиса президента касательно выборов и будущих переговоров с РФ? Делитесь своим мнением в комментариях.
Польше заявили о необходимости быть готовыми защищаться от сил зла, которые уже вторгаются в страну. Министр обороны Польши говорит также о возрождении империи зла и о том, что республика находится под постоянной атакой, упомянув и ситуацию на границе, и ситуацию в киберпространстве, и акты саботажа и диверсий, вероятно, имея в виду агрессивные действия РФ и Беларуси. Ведь режимы Лукашенко и Путина причастны к миграционному кризису, а также к диверсиям на территории Европы. Они хотят разрушить национальное единство, действуя очень прямолинейно, а также из укрытия. Сегодня мы должны защитить Польшу от возрождающейся империи зла. Мы должны объединиться, чтобы защитить Польшу. И я знаю, эти мечты об объединении не сбылись. Сегодня сбываются мечты о преобразовании армии, о силе союзов. Но наша мечта и стремление к объединению, к единству не сбылись. И это наша задача номер один. Чтобы Польша была великой, она должна быть едина в фундаментальных вопросах. В Финляндии считают, что главной целью Москвы в гибридной войне являются две страны Запада – это Германия и Франция. Российская пропаганда сейчас занимается тем, чтобы убедить население этих стран в том, что помощь Украине бессмысленна. Об этом заявила глава финского министерства иностранных дел Элина Валтонен. Она считает, что в будущем странам ЕС придется тратить на оборону больше, чем 2% от ВВП. Кроме того, Валтонен не стала критиковать Берлин за нежелание передавать Украине дальнобойное оружие, но напомнила, что удары таким оружием по территории РФ не стало бы нарушением международного права. Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно. Это не приведет к окончанию войны. Это приведет к концу Украины. Я готова ожидать от Путина всего. Нам пора повзрослеть. Путин диктатор, который понимает только силу. Россияне должны рожать детей и делать все для страны, не требуя при этом ничего взамен. И воевать тоже должны. Только тогда такой гражданин может называть себя патриотом. Так считает мэр российского города Невинномысск. Отмечу, что Миненкова возмутила, что государство платит сотни тысяч рублей за хороший секс, после которого рождаются дети. А если что-то не нравится в России, то всегда можно уехать из этой страны, заявил мэр. Патриот это кто, Миш? Значит, это подсознательная любовь к родине. Перевожу. Это когда ты родине должен, а родина тебе ничего не должна. Это когда я должен рожать детей для страны, для себя, не спрашивая, а сколько мне заплатят денег. Это когда я должен идти защищать родину, потому что я обязан, как солнце светит. А где радость должна быть вот в этих отношениях? А радость в самом служении? Радость должна быть через 20 лет, что я по своей земле рожу ребенка, и будет голубое небо, и не будет войны. Что мой ребенок закончит вуз и будет умный человек, бестолковый. Что думаете о такой философии мэра Невинномысска? Согласны ли с ней? Напишите свое мнение в комментариях. Российские войска продвинулись на запорожском направлении. Информацию мониторинговых групп о штурмовых действиях оккупационной армии, а также захвате определенных позиций подтвердили и в ВСУ. В частности, внимание военных экспертов приковано к населенному пункту Левадное в Запорожской области. Deep State тем временем сообщал, что путинским войскам удалось продвинуться еще и в Донецкой области в районе сразу 7 населенных пунктов. Согласно последним данным Генштаба ВСУ, россияне активно штурмуют Селидово. В украинской прокуратуре заявляют, что российские войска на улицах этого города расстреливают мирных жителей. Тем временем в ВСУ показали, как оказали медицинскую помощь жителям Селидова, в которых стреляли оккупанты. О том, какие направления для путинских войск сейчас являются приоритетными и почему в Украине все чаще говорят о необходимости усилить оборону Днепропетровской области. Эти вопросы мы также обсудили с руководителем Центра военно-правовых исследований. Аналитики, которые ведут фактически наблюдения по открытым источникам, они публиковали на протяжении нескольких минувших дней как раз снимки,
каким образом выстраивается 2-3 эшелонированная линия обороны на запорожском направлении, в первую очередь вокруг Запорожья и не только. То есть достаточно мощные укрепления делаются. Что касается Днепра, такие снимки не демонстрировали, но, насколько мне известно, работа тоже соответствующая ведется и по области тоже. Ну и российские войска пошли по флангам, соответственно, Селидово, где сейчас продолжаются активные боевые действия непосредственно в городе, соответственно, направление Курахово. Могу сказать, что на сегодняшний день это самые основные направления, и здесь фиксируется наиболее большее количество боевых столкновений. Что касается других, скажем так, направлений, то можно констатировать, что украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию в районе Часового Яра на Торецком направлении. В принципе, несмотря на небольшие успехи противника на Лиманском и Купянском направлении, то же самое. В Курской области тоже. На сегодняшний день линия фронта без изменений. Результаты выборов в Грузии – это белорусификация страны. Такое заявление сделали главы парламентских комитетов по иностранным делам Германии, Литвы, Латвии, Украины и Канады. Кроме того, эксперты по международной политике из Польши, Италии и Швеции выступили с совместным заявлением, призвав Евросоюз не признавать результаты прошедших в Грузии парламентских выборов, которые не были ни свободными, ни честными. Это была цитата. Глава Комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот на своей странице на платформе X опубликовал это заявление и написал, что политика грузинской мечты, которая победила на выборах и которая идет на сближение с Москвой, несовместима с ЕС. Мы очень обеспокоены белорусификацией страны. Если правящая партия и ее лидер подкрепят свои заявления действиями, возникнет угроза преследования и запрета оппозиции, независимых СМИ и критически настроенных неправительственных организаций. ЕС должен дать понять правящей партии, что он не согласится с этим, и в этом случае последует полный разрыв отношений. И напоследок прекрасная новость для понедельника. 4-дневная рабочая неделя в Исландии привела к невероятным темпам роста экономики. Результаты специальных экспериментов, которые проводились в стране, показали, если люди будут работать по 35 часов в неделю и при этом не будут терять в зарплате, это лишь положительно скажется на эффективности их труда, снизит уровень стресса и выгорания. А сколько часов и дней в неделю работаете вы, чтобы обеспечить себя и свою семью? И с какими мыслями идете на работу? Поделитесь, пожалуйста, своим настроением в комментариях. Друзья, на этом все. Не забудьте, пожалуйста, оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.